Ты слышишь? Это зов древних земель. Латинская Америка шепчет сквозь тишину джунглей, шум океана и дыхание вулканов. Мы пройдем туда, где нет толп и банальных маршрутов. Там тебя ждут не просто фото, тебя ждет настоящее пробуждение чувств. Получи уникальный маршрут, личное сопровождение, комфорт как дома и полную безопасность даже в самых диких местах. Хочешь почувствовать силу мира, где правит природа и дух свободы? Смотри ссылку в описании и сделай первый шаг туда, где начинается приключение. Наверное, если связываться с наркотиками, с картелями, то, наверное, конечно, градус опасности возрастает. В школу берут с 5 лет. Это пирамиды, культура ацтеков, майя. Очень важно иметь документы все в распечатанном виде. То есть на телефоне, например, показывать не подойдет. Всем привет, это Мексика, и мы встретились с Ириной. Сегодня она расскажет, чем она здесь занимается. Поехали. Ирин, самый главный первый вопрос. Почему именно Мексика? Столько стран в мире. Мы сюда приехали целенаправленно для того, чтобы получить гражданство. Родили здесь ребенка и, собственно, получили гражданство. А до этого в какой стране находились? До этого жили в России. То есть сколько лет уже здесь в Мексике? Мы здесь всего 4 года. А чем привлекла именно Мексика? Но здесь довольно простой, прозрачный процесс получения гражданства для родителей. Ребенок получает сразу гражданство по рождению. И прозрачный, простой процесс для получения гражданства для родителей и для других членов семьи, для старших детей, например. Вот, собственно, поэтому... То есть вы по родам получили? Да. И на сегодняшний день чем занимаетесь здесь? Я занимаюсь оформлением документов и родами. Сопровождаете роды от момента прилета роженицы до выписки? От момента, когда возникла такая идея, и до возвращения домой. А много сейчас таких заявок на сегодняшний день? К сожалению, нет. Я думаю, что это связано с тем, что Мексика в какой-то момент ужесточила правила по въезду, и в интернете стало появляться достаточно много очень эмоциональных, негативных отзывов о том, что не пустили в страну. И из-за этого, конечно, количество желающих упало. Но при надлежащей подготовке, в принципе, все заезжают. Не заезжают в основном те, кто не готовится, либо плохо готовится. Ну, ваши клиенты это русскоговорящие или... Да, русскоговорящие, да. Русскоговорящие. И если говорить про ПМЖ, то роженица, которая родила, она сразу получает документы или какое-то время надо подождать? Нужно оформить сначала документы на ребенка. После того, как готово свидетельство о рождении, мексиканский паспорт на ребенка, можно подавать на ПМЖ для родителей. И сейчас процесс рассмотрения документов занимает где-то от 2 недель до месяца на ПМЖ. Раньше это было день в день, сейчас правила немножко ужесточились. Где-то 2 недели, месяца рассматривают документы после подачи и получают ПМЖ. А родами именно в Плая-де-Кармен занимаетесь? Да, в Плая-де-Кармен. А что за госпиталь? Здесь несколько госпиталей, в принципе, довольно хорошие. Есть, все госпитали сетевые. То есть, есть, например, госпиталь Ла-Хойя, которых, мне кажется, по стране, наверное, 8-10 филиалов. Есть госпиталь Америмед, который тоже по всей стране и за пределами Мексики есть. Есть госпиталь Костамед, это тоже сетка. То есть сетевые госпитали, в основном. Ты чувствуешь зов перемен? Где-то там, за горизонтом, начинается твоя новая жизнь. В каком уголке Латинской Америки ты найдешь себя? Наш канал – это проводник в неизведанное. Истории русскоязычных переселенцев, секреты жизни за границей и то, что не расскажут в глянцевых блогах. Подпишись, спроси, исследуй. И помни, твой новый дом может быть ближе, чем ты думаешь.
А на сегодняшний день, как считаете, Мексика дорогая страна вообще? Смотря с чем сравнивать. Ну, с Россией. Вы же из России сюда приехали? Ну, если сравнивать... Мы в России давно не были, там сейчас все, я так понимаю, сильно поменялось, поэтому сложно сказать. Когда мы сюда приехали, ну, здесь было дороже, да. Ну, треть, наверное, на треть минимум. Может быть, даже в 2 раза где-то, особенно если смотреть там продукты, что-то такое. Но Мексика привлекла то, что сделать быстро документы, а то, что здесь преступность, опасность, это не пугало вообще? Ну, как бы это тоже такой миф, на самом деле, очень распространенный. Здесь, ну, мы вот за 4 года ни с чем таким не столкнулись. То есть, как бы, да, бывают случаи какие-то, что залезают в дома, бывают случаи, что на пляже, если вещи оставили без присмотра, их могут утащить. Но мне кажется, это довольно такая частая ситуация вообще во многих странах мира, поэтому я бы не сказала, что в Мексике как-то катастрофично опасно или что-то тут такое происходит ужасное. Наверное, если связываться с наркотиками, с картелями, то, наверное, конечно, градус опасности возрастает. Но если этого не касаться, то, в принципе, все спокойно. Ну, за штат Кентана-Роо выезжали, там вообще Конечно. как? Все Спокойно? то же самое, да. А сама по себе медицина, как, насколько она квалифицирована вообще? Если с точки зрения обычного там хирургического вмешательства или стоматологии той же? Но опять же, смотря с чем сравнивать. Например, здесь распространен очень медицинский туризм из США. Сюда приезжают за стоматологией абсолютно точно много кто, потому что в США это дорого. Вот. И по качеству никаких нареканий я не слышала. Сюда приезжают, например, из Канады и, опять же, из США делать какие-то плановые операции, потому что в Канаде это очень долгое ожидание. Медицина бесплатная, но очень долгое ожидание. А в США это дорого, если нет страховки. Поэтому тоже, ну, как бы медицинский туризм в этом плане из ближайших стран, он распространен. И, ну, для меня это вывод, что, наверное, здесь не так уж плохо. Я с какой-то медициной помимо родов особо не сталкивалась, вот, но потому что я вижу какие тенденции, могу сделать вывод, что, наверное, здесь не так все ужасно. Но если люди сюда приехали и еще не родили, они могут себе открыть себе банковский счет без ПМЖ, ВНЖ здесь? Нет, сейчас это нельзя сделать. Невозможно. Как мексиканцы вообще относятся к иностранцам? Очень хорошо. Вообще, на мой взгляд, очень дружелюбная нация. Вот. Никаких я не вижу. Им, наоборот, интересно всегда пообщаться, поспрашивать. Никакого негатива я не вижу. Наоборот, мне кажется, они такие очень открытые, очень дружелюбные. А испанский здесь выучили или еще до этого? Нет, здесь, да. Здесь там есть. Ну, сами по себе, вот если мы берем примеры, стоимость жизни, то есть сколько стоит здесь снять в аренду квартиру? Цены очень разные. Если брать какое-то жилье, ну вот я по нашему штату говорю, если брать какое-то жилье, которое построено около моря, с хорошим качеством, там, с дорогим дизайнерским ремонтом, то аренда может быть $5000 и выше. Вот. А если снимать жилье где-то подальше, типа для местных, то там и за $500 можно найти. Ну, очень большой разбег цен, и все зависит от ваших пожеланий и возможностей. Много здесь вообще русскоговорящих? Есть какие-то комьюнити, где собираются вместе? Ну, довольно много русскоговорящих. Судя по группе там на Фейсбуке, где-то 25 тысяч членов, наверное, ну, плюс-минус так есть. Ну, не все здесь, наверное, проживают. Нет, естественно, я про Плаве вы имеете в виду? Ну, да. Не знаю, сколько. Я не считала. То есть нету такого, где вы собираетесь там? Нет, ну почему? Бывают встречи, какие-то праздники организуют. Ну вот был праздник для детей пару лет назад. На празднике было около 300 человек. Вот. Детский праздник. Ну, не знаю, наверное, где-то так вот столько человек примерно живет здесь, плюс-минус. Вы за границей. Все незнакомо, все чужое. И вдруг здоровье под угрозой. Что делать? Вас не оставят одних. Росмедицина как тень, что всегда рядом. Мы организуем срочную госпитализацию, эвакуацию, даже роды за границей.
И все это в лучших клиниках Латинской Америки и России. Включите Росмедицина в страховку и получите доступ к лечению без доплат. Медицинский самолет, скорая помощь в аэропорту, врачи мирового уровня. Вы не просто пациент, вы под защитой Росмедицина. Когда здоровье – дело жизни. По поводу достопримечательностей. Насколько здесь на сегодняшний день вообще привлекательна страна для туризма? Ну, наверное, как бы есть исторические какие-то, да, моменты, которыми Мексика очень гордится и везде это пропагандирует. Это пирамиды, культура ацтеков, майя. Вот эти вот, наверное, для тех, кто интересуется историей, это интересно. Вот. И есть всякие, у нас в нашем городе распространены всякие активности, типа там на джипах погонять, водные всякие разные виды спорта. Вот вторая часть, наверное. А так, если смотреть, не знаю, музеев не особо много. Здесь у нас театров тоже нет. Смотря что кому нужно. Если смотреть на исторические достопримечательности, они имеются, да, можно смотреть. Ну, если взять детей, то есть дети же в садик ходят, в школу ходят. Ходят, да. Как с точки зрения школ, садиков? Тяжело устроить, либо только частные? Сколько это стоит? Есть государственные школы. Школы берут с 5 лет. Но государственные из иностранцев мало кто ходит, потому что они не очень хорошие по качеству. В основном все ходят в частные. Частных школ довольно много. Не знаю, в Плае, я думаю, что около 30, может быть, даже больше. И стоимость где-то, наверное, от $300 в месяц, 300. В Канкуне есть школа, которая там какую-то дорогую построили школу, там $1000 в месяц стоит. От 300, наверное, до 1000 по нашему штату. Разбег цен такой на школу. Само образование, как вообще программа, насколько она там квалифицирована? На мой взгляд, программа, конечно, слабая. То есть у меня дети занимаются дополнительно помимо школы, потому что я в какой-то момент увидела, что математика очень сильно проседает, естественные науки тоже. Поэтому у меня дети дополнительно занимаются еще. Какие все-таки в Мексике есть минусы с вашей стороны? Какие минусы есть? Опять же, каждому свое. Мне здесь не хватает культурных каких-то развлечений, мероприятий. К примеру, какие мероприятия нужно создать здесь? Музеи какие-то, может быть, выставки, что-то такое. Театры тоже. Театр у нас, у нас в городе один театр, и это театр в основном, там выступают бесплатные выступления для местных, просто в качестве рекламы, наверное, что-то такое. То есть профессиональных к нам практически никто не приезжает. Редко очень. То есть, очень мало культурной жизни. Мне этого не хватает. Есть еще минусы? Поначалу была сложная адаптация к продуктам, потому что здесь, конечно, другой ассортимент. За время, пока мы живем, он улучшается, то есть становится более каким-то разнообразным, наверное. Но поначалу было, конечно, сложно адаптироваться. Что здесь за продукты? Вроде все то же самое, что в России, нет? Нет. Молочки мало, круп мало по вариантам. И вообще, если посмотреть повнимательнее, да, не так на первый взгляд перешел в супермаркет, взглядом окинул, то продуктовая корзинка довольно сильно отличается. Тут же в любом случае завозят все из Америки, мне кажется, все есть.
Просто, ну, более другие магазины, не такие маленькие, а... Ну, на самом деле нет. На самом деле это не так. То есть, ну вот, например, творог здесь не найти в магазинах. Его и вообще не найти в Центральной Америке и в Латинской. Ну, и мы же сравниваем с Россией, и в Америке тоже творог найти можно. Вот. Здесь его нет. Здесь круп тоже рис, по сути, и все, больше тоже особо ничего нет. Вот, то есть там какое-нибудь что-то более изысканное, гречку, например, тоже днем с огнем не найти. Поэтому, ну, как бы вот мне было сложно адаптировать, особенно учитывая, что дети там тоже едят не все подряд. Вот мне было сложно адаптироваться к питанию. Но и здесь еще очень много фастфуда и мало какого-то готового здорового питания. Вот тоже. Сейчас уже, конечно, нашли варианты, как это все устроить, организовать, но поначалу с этим было сложно. Где я сейчас? С кем встречаюсь? Что замышляю? Ты хочешь знать больше, чем открыто? Тогда тебе в наш телеграм-канал Кажан17. Здесь не просто ответы. Здесь подсказки, намеки и секреты. Следи и спрашивай. Следующая съемка уже близко. И, может быть, именно твой вопрос попадет в эфир. Все нужные ссылки в описании. Тайна зовет. А как вообще с точки зрения правительства, какое вообще отношение правительства к будущему страны? Какие-то движения, перспективы есть здесь? Сложно сказать. У меня вот такое впечатление, что они зациклены на прошлом и пропагандируют именно прошлое, очень гордятся им и смотрят назад, а не вперед. Поэтому, не знаю, сложно сказать. Ну, вы здесь планируете жить дальше? Мы пока думаем, что делать дальше. Мы сейчас вот получили гражданство себе, сейчас оформляем детям, после этого будем смотреть. Какие бы рекомендации дали людям, которые думают вот о переезде в Мексику? Как нужно подготовиться, к чему нужно, как говорится, увидеть, узнать какую информацию? Ну, во-первых, на мой взгляд, нужно очень внимательно изучить информацию о стране, потому что Мексика далеко не всем заходит. Вот кто-то влюбляется с первого взгляда, а кто-то говорит, что нет, какой ужас, и хочет обратно. Вот, то есть нужно для начала изучить информацию, желательно, конечно, приехать в качестве туриста, хотя бы посмотреть, вот, и только потом принимать решение о переезде. Ну а когда уже решение принято, это, конечно, подготовить какую-то стратегию по въезду и по легализации дальнейшей. Вот, потому что со въездом действительно есть сложности, если не подготовиться, то можно в страну и не въехать. А какие примеры отказов происходят на границе при въезде? Причины, точнее, какие они озвучивают? Никаких причин не озвучивают, просто не пускают, и все. То есть есть определенные требования, которые страна предъявляет. Ну, для россиян, например, это обратный билет обязательно, аренда жилья на весь срок пребывания и электронное разрешение. Это минимальный набор документов, который необходим для въезда в страну. Если в этих документах где-то идут разногласия по датам, по каким-то, ошибки допущены, то ну, как бы это вот очень высокая вероятность, что будет недопуск в страну. Также очень важно иметь документы все в распечатанном виде. То есть на телефоне, например, показывать не подойдет. Ну и помимо этого я всегда рекомендую готовить, конечно, больше, чем официальные требования, для того, чтобы на каждый вопрос, который задает миграционная служба, был какой-то подтверждающий документ. Документ апостилировать надо? Нет, не надо. Просто на границе наземной, чтобы получить визу, нужно, говорят, апостилировать справку банковскую, апостилировать Нет. справку с места работы. Нет, этого не требуется. Но Нет. это я лично проходил в Белизе. Ну, Чтобы заехать в Мексику. ну, возможно, на наземных границах так, я не знаю. Вот при влете через аэропорт такого апостилировать, такого требования точно нет. Но бумажки нужно лучше предъявлять какие-то, да, лучше иметь. Ты слышишь это? Это зов.
Зов неизведанного континента, где улицы шепчут истории, а люди делятся тайнами своей жизни. Ты еще не задал свой вопрос? Оставь его в комментариях, и, может быть, именно ты станешь героем следующего выпуска. Подпишись, подключайся к голосу Латинской Америки.